Всем привет, с вами Банана Мастер. И сегодня мы делаем домашку по 10 уроку. Первоначально я уже в HTML создал все, что мне потребуется для него, всю верстку нашу. И также в JS все это подключил. Начнем с первой задачи. И в этой задаче нам нужно было создать input type range. Это вот такая штука. И при клике на кнопку нужно выводить в консоль то значение, которое я выбрал в инпуте. Для этого я уже все подключил и связал с кнопкой. И даже в самой функции получил значение из нашего инпута. Все, что нам осталось, это вывести это в консоль. Для этого я пропишу console.log и выведу переменную v1. Ведь именно в этой переменной у нас находится то значение, которое выбрал пользователь. Давайте проверим. Перемещу ползунок вот сюда, кликну на кнопку и вижу 88. В самый низ кликну и 0. Переходим к задаче номер 2. Эта задача немножко сложнее. Мы будем перемещать ползунок в нашем инпуте, а потом кликать на кнопку. И при клике на кнопку нужно будет менять ее же ширину на ту, которую мы выбрали ранее в нашем инпуте. Не забываем, что input type range — это такой диапазон от и до. И, например, если я сделаю вот так вот и кликну на кнопку, то ширина нашей кнопки должна стать 100 пикселей. Если в самый низ и кликну еще раз, то ширина ее уже будет 0. Решение буду писать в функции 2. И что мне осталось сделать здесь, это поменять размер кнопки. Для этого я пишу кнопку, тот тег, который я хочу изменить, это btn2. Говорю, что я буду менять у него конкретно стили, а потом конкретный стиль width. И он равняется v2, как раз тому значению, какое выбрал пользователь в нашем инпуте. Но этого недостаточно, и я добавляю еще px. И вот уже в такой конструкции это верный ответ. Если мы захотим это протестировать, изменяю, нажимаю, кнопка уменьшилась. Делаю больше, нажимаю, кнопка выросла. Переходим к задаче номер 3. Для этой задачи мне потребуется input type color. Вот он. И задача будет работать следующим образом. Я в этом инпуте буду выбирать какой-либо цвет, и в реальном времени, когда я выбрал цвет, меняется фон этой кнопки. То есть важное уточнение. Фон кнопки меняется не при клике, а при изменении чего-либо в этом поле ввода. И если я говорю в реальном времени, то это означает, что мы будем использовать такое событие, как onChange. Данное решение я буду писать в функции fun3, и оно будет выглядеть так. Берем кнопку btn3, говорим, что мы меняем стили, а потом конкретно background, и в него присваиваем v3. Далее. Менять нужно в реальном времени. Значит, onClick не подойдет. Мы напишем это по-другому. Это будет input, ведь именно в инпуте мы будем что-либо изменять. И событие называется onChange. Вот так. И в такой конструкции, когда я проверю, мы увидим, что как раз цвет нашей кнопки меняется тогда, когда я что-либо выбрал. Кликать по ней не нужно. Переходим к задаче номер 4. В этой задаче я буду менять месторасположение ползунка. И при каждом изменении мне нужно будет вот сюда, в div, выводить текущее значение, которое я выбрал в этом инпуте. Решение буду писать в задаче номер 4, функции точнее, вот тут вот. И оно будет выглядеть следующим образом. Берем наш дивчик, .inner.html равно v4. То есть то значение, которое пользователь выбрал в этом инпуте.
Далее нужно сделать это в реальном времени, то есть, чтобы я что-либо изменял, и в div сразу выводил результат. Для этого я на сам input и вешаю событие onChange. Вот так. И говорю, что при каждом изменении будет отрабатывать функция fun4. Когда мы проверим, как это будет работать, то мы увидим, что, видите, все работает в реальном времени. Я поменял место расположения ползунка, и все сразу же изменилось. Переходим к пятой задаче. Для этой задачи нам потребуется два инпута type_range и один input type_color. Мы будем использовать вот эти инпуты для изменения размеров и цвета кнопки в реальном времени. Ну, то есть, допустим, я меняю в первом инпуте какое-то значение, и у нас в этот же момент сразу же уменьшается ширина кнопки. Ну, или я меняю цвет, и сразу же меняется цвет кнопки. Чтобы мы лучше ориентировались, за что будет отвечать каждый из инпутов, я в самом HTML поменяю немножко название. Вот тут напишу width, ну, это будет означать, что этот инпут будет отвечать за ширину. Тут height, а ниже возьмем background. Решение данной задачи буду писать в теле функции. В этой же функции, видите, я уже получил все значения из наших инпутов. И первое, с чего я начинаю, это я создам еще две функции. Почему нам в общем нужно три функции? Потому что у нас три инпута, и на каждый инпут я буду вешать свою функцию. Также в каждой функции мы будем работать со своим инпутом. Ну, то есть первая функция работает с первым инпутом, вторая функция со вторым инпутом, третья с третьим. После того, как мы создали все эти функции, мне нужно будет эти функции связать с инпутами. Как я это сделаю? Я возьму input и скажу, что при onChange будет отрабатывать функция fun5.1. Такое же действие мне нужно придать и для инпута 2, для инпута 3, ну и также соответствующую функцию поставить. Теперь переходим к основной логике. Наша задача изменять кнопку. Хорошо. Начнем с первой функции, которая отвечает за ширину, и в ней мы будем менять ширину нашей кнопки. Значит, я пишу кнопка style.width и в него присваиваю значение из нашего поля ввода. Плюс px. Не забываем, что нам нужно передавать px. Когда мы захотим проверить, как работает первый input, видите, все работает отлично, ширина уже изменяется. Альтернативное действие я пропишу и ниже, в другой функции, в той функции, которая отвечает именно за высоту. И если она отвечает за высоту, то я после стайла пишу height. Равно то значение, которое мы выбрали в поле ввода, плюс px. И в такой конструкции высота тоже изменяется. Как мы можем заметить, все работает. И переходим к третьему инпуту, который отвечает за фон. В ней будем делать то же самое, но только менять уже именно фон. А если фон, это у нас background, который будет равняться выбранному цвету из нашего инпута. В данной конструкции оно уже все работает так, как нам нужно. Также хочу напомнить, что я могу немножко усовершенствовать наши инпуты. Если я перейду в HTML, я могу добавить им новые атрибуты. К примеру, атрибут min с минимальным значением, пусть будет 100, и атрибут max с максимальным значением, например, 450. Такие же атрибуты добавлю и для второго инпута, который отвечает за высоту. Но здесь будет min 50, а max 120. И когда мы проверим, как будет работать наше обновление, то видите, минимальная ширина теперь у нас 100 пикселей, а максимальная 450.
Точно так же и высота. Если я поменяю высоту, видите, растет или уменьшается. Переходим к шестой задаче. В этой задаче мне нужно будет сделать так, что я буду вводить сюда какую-либо цифру и при клике на кнопку менять ширину кнопки на ту цифру, которую я ввел сюда. Данное решение буду писать тоже в функции, вот тут вот. И здесь первоначально я уже, как мы можем заметить, получил наше значение из input. Все, что мне осталось, это поменять ширину кнопки. btn 6, style, и говорю о том, что буду менять именно ширину. Ширина будет равняться тому, что написал пользователь, это v6, плюс px. И когда мы проверим такую конструкцию, ну, например, я веду сюда 160 и нажму, я увижу, что ширина кнопки поменялась. Давайте сделаем еще 260 и еще раз кликну. Тоже поменялось. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все.